Всем снова привет! Недавно увидела броский заголовок о том, что страны Балтии полностью закрывают рынок недвижимости для граждан РФ и РБ. И мне стало интересно разобраться самой и дать вам полный разбор по существу. Действительно ли все так радикально, основываясь, как обычно, на сведениях из официальных источников. В этом выпуске разберем, можно ли прямо сейчас купить квартиру в Литве, если вы переехали по работе или бизнесу, либо имеете семейное ВНЖ. Теперь к фактам. Какая ситуация в Литве прямо сейчас согласно действующему закону об ограничении ограничительных мер? Для граждан России закон ввел прямой запрет на приобретение права собственности на недвижимость. Но в этом же законе прописано ключевое исключение. Этот запрет не распространяется на тех, у кого есть действующие литовские ВНЖ или ПМЖ. Кстати, иногда возникает путаница с этими понятиями, и даже некоторые считают, что это одно и то же. Поэтому давайте внесем ясность. Временный ВНЖ – это ваш стартовый билет. Его выдают на год-два, и его могут аннулировать при изменении условий. ПМЖ или статус долгосрочного резидента ЕС в Литве вы получаете только после 5 лет непрерывного легального проживания и сдачи экзаменов языкового и по Конституции. Это уже железная интеграция и статус, который приравнивает вас по большинству прав к местным жителям. И именно на этой грани между ВНЖ и ПМЖ сейчас и строятся все новые ограничения на недвижимость. Простыми словами, если гражданин РФ просто приехал как турист или живет в другой стране, купить квартиру в Литве он не может. Но если он официально релоцировался, работает или ведет бизнес в стране и имеет на руках литовскую карточку ВНЖ, совершать сделки с жильем все еще разрешено. Что касается граждан Беларуси, на данный момент прямой нормы, запрещающей покупку жилья в действующем тексте закона, нет. Также для всех сохраняется возможность получать имущество по наследству или арендовать жилье без каких-либо ограничений. А вот соседи по Балтийскому региону пошли по более жесткому пути. И здесь как раз сработал фактор ПМЖ. В Латвии правила закрутили максимально. Там право покупательской способности привязали именно к наличию ПМЖ. Обычный временный ВНЖ право на покупку недвижимости больше не дает. В Эстонии законодательные инициативы движутся по аналогичному сценарию – ограничить рынок для граждан стран, не входящих в ЕС и НАТО, сделав исключение главным образом для обладателей постоянного статуса ПМЖ. При этом важный юридический принцип, который действует во всех странах. Закон не имеет обратной силы. Все, что было официально куплено и оформлено в собственность до вступления закона в силу, никто не отбирает и не аннулирует. Напомню, что введенные и обсуждаемые законы о санкциях и национальной безопасности направлены исключительно на граждан РФ и РБ. У граждан Украины никаких запретов или санкционных ограничений на покупку жилья в странах Балтии нет. Квартиры и дома можно покупать свободно. Единственный нюанс, с которым сталкиваются граждане всех стран вне ЕС, включая Украину, это покупка самой земли, например, участка под частным домом. Для полноценного владения землей часто требуется ПМЖ или специальные разрешения. А в остальном обычная сделка через нотариуса с подтверждением легальности происхождения средств. Расслабляться ли обладателям временного ВНЖ в Литве? Не совсем. В Сейме периодически звучат предложения выровнять литовское законодательство с латвийским, то есть убрать из исключений временный ВНЖ и оставить право на покупку жилья только тем, кто уже дожился до ПМЖ. Пока это лишь законодательные инициативы и предмет споров, но тренд очевиден.
окно возможностей для покупок в сфере недвижимости с временным статусом постепенно сужается. Если вы планируете пускать корни в Литве, вашей главной стратегической задачей становится не столько поиск идеальной квартиры, сколько планомерная работа над получением статуса ПМЖ. Подводя итог, паника в соцсетях, как обычно, преувеличена. Никто не лишает жилья тех, кто уже купил его легально, и аренда остается полностью доступной. В Литве временный ВНЖ все еще дают право на покупку, но динамику у соседей показывает возможные будущие перспективы. Напишите в комментариях, планировали ли вы покупку жилья в Балтии и затронули ли эти новости ваши планы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и держите голову холодной. До встречи в следующих видео. Carpe diem!